Всем привет! В продолжении разговора про Google API я подготовил для вас несколько роликов, посвященных работе с Google Sheets API. Электронные таблицы на Python. Будет как минимум два ролика. Сегодня я расскажу, как читать таблицы и как подготовить проект к работе с Google Sheets API. А в следующем ролике про то, как писать в Google Sheets с помощью их API. Поскакали. Исходники, как обычно, будут на GitHub, в репозитории. Организация репозитория будет таким образом, что на каждое видео будет отдельная ветка. Соответственно, сегодня для чтения будет одна ветка, в следующее видео для записи будет вторая ветка. Ну а дальше, если будут следующие видео, то под каждое видео своя ветка. Ну, видимо, они будут наследовать друг от друга что-то. Вот. Соответственно, в репозитории есть файлик readme, в котором будут необходимая информация по установке необходимых пакетов и, возможно, что-то еще полезное, что пригодится при работе. Также у меня есть плейлист на канале, который называется Google API. Здесь множество видео, которые помогут вам в работе с различными API Google. И, в частности, некоторые вещи могут пригодиться именно при работе с Google Sheets API. Обратите внимание на файлик reg.txt requirements. Здесь перечислены пакеты, которые необходимы при работе с любыми API Google, будь то Google Sheets API, YouTube Data API или каким-либо другим. Их можно установить в виртуальное окружение каким-то другим способом. Вот, можно не виртуальное окружение, но у меня, в общем, такая вот заготовочка для вас есть. Ну, не обязательно использовать именно ее, можно каким-то другим способом устанавливать эти пакеты, эти зависимости. Также, естественно, понадобится проект в Google Cloud Platform с уже заведенным сервисным аккаунтом и APK. Как минимум один. На самом деле APK не понадобится, но сделайте его. Я просто покажу пару нюансов, которые освещал в предыдущем видео. И, естественно, будет полезно вам посмотреть одно из предыдущих видео моих, которое посвящено именно работе с Google Cloud Platform и о том, как создавать проекты для пользования гугловскими API, как создавать ключи, как их обезопашивать, чем отличается один тип ключей от других. И вот это все это у меня есть в самом свежем, в предыдущем видео, посвященном именно Google API, как создать проекты, ключи в Google Cloud. Вот. В сегодняшнем видео я в эти тонкости вдаваться не буду. Они есть в предыдущем. Посмотрите предыдущее видео, оно длинное, но зато подробное. А сегодня у меня уже есть созданный сервисный аккаунт, и в основном работа вся будет идти с ним. Также нужна табличка в Google Sheets, в которой уже настроен доступ для сервисного аккаунта. Если вы не смотрели предыдущее видео, то по большому счету все достаточно просто. Вот у нас e-mail сервисного аккаунта, псевдо-e-mail, псевдо-аккаунта. Сюда мы расшарили для этого e-mail, соответственно, для сервисного аккаунта доступ, и доступу присвоил статус редактора, мог бы комментатор или читатель. Также мог бы назначить владельцем, но делать этого, естественно, не буду. Вот. То есть, если вы впервые сталкиваетесь с API Google, настоятельно рекомендую посмотреть вот это видео. А теперь переходим, собственно, к работе с кодом. Структура проекта. У меня есть отдельный пакет, который я назвал Creds. Это пакет с credentials, с данными для работы с API-шками Google. Здесь я скачал JSON сервисного аккаунта и положил в эту папку. А файлик init я записал APK. Ну, такой, а на самом деле я сейчас закрою этот файлик, и вы видеть его не будете. Я специально вынес это все в отдельный пакет и добавил его в gitignore. Соответственно, в репозитории вы его не увидите. Нужно будет создать вручную его структуру. По сути, нам понадобится только JSON-чик. Ничего другое не понадобится. Но создать все равно весь этот пакет надо. Ну, либо что-то поправить в коде, если вам как-то будет удобнее. Я это сделал только для того, чтобы не палить свои секретки. Итак, у меня есть Google Sheets, табличка электронная Google Sheets, в котором есть два листа. Лист 1 и лист 2. То, как они называются, это важно. В одном у меня листе в ячейке А1 написан один текст, на другой страничке у меня, соответственно, другой текст написан. Для того, чтобы читать Google Sheets, нам, при условии, что у нас установлены все необходимые зависимости, о которых я уже говорил, необходимо создать службу.
клиента, который будет обращаться к Google Sheets API. Соответственно, нам нужен айдишник, айдишник Google Sheets, электронной таблицы, с которой мы будем работать, которую будем читать или писать. Ее легко найти, вот этот вот айдишник, вот он такой вот. То есть просто копируем вот эту часть Google Sheets, и это его айдишник. Я я в предыдущем видео тщательно рассказывал подробно про различия разных аккаунтов. Сегодня я работаю только с сервисным аккаунтом. Отличие сервисного аккаунта в том, что он не может запросить право доступа к моим электронным таблицам Google Sheets. Соответственно, он может работать только с уже созданной таблицей ранее мной вручную, ну, либо по каким-то другим аккаунтам, которые имеют право создавать таблицы. И единственная возможность у сервисного аккаунта получить доступ к содержимому таблицы — это после того, как я добавлю его вот в это окошко. То есть дам ему права доступа именно конкретно этой таблице. Я это уже сделал, и доступ к этому имею. Если вы смотрели предыдущее видео, вам будет интересно, а что случится, если я создам службу, используя только APK, не используя сервисный аккаунт, и попробую прочитать, например, данные, не писать, только прочитать данные о табличке. Причем эта табличка создана в том же самом аккаунте, где создан и проект Google Cloud Platform. То есть вот у меня самая простая функция, которая просто создает службу Google API, которая обращается к Google Sheets API версии 4 и передает в качестве идентификатора доступа ключ приложения API Key. Я создаю службу и пытаюсь прочитать эту электронную таблицу. Я потом объясню, что значит каждый из вот этих вот методов. Вот. Но просто попробуем прочитать таблицу, используя не сервисный аккаунт, а только лишь APK. И что из этого получится. Давайте посмотрим. Как видите, получаем в ответ ошибку. Ошибка такая. Doesn't have permission. Что это означает? Это значит, что по APK я доступ получить к этой табличке не могу. Если же я создаю службу с помощью сервисного аккаунта и пробую прочитать, то вот я, соответственно, читаю то, что я хотел прочитать. Сервис для работы с Google Sheets через Google Sheets API мы создаем вот в этом методе. Цепочка здесь простая. Используем метод build класса discovery, которому мы передаем идентификацию, что мы хотим работать с Google Sheets API и версию API, с которой мы хотим работать. И передаем объект класса Service Account Credentials. Это, так скажем, способ идентификации нашего проекта. Этот метод возвращает ресурс, с которым мы будем дальше работать. Для того, чтобы создать крецы, нам нужно в метод from.json keyfile передать JSON, вернее, передать путь к JSON и скопы, то есть разрешения, которыми мы хотим воспользоваться. Ну и способ авторизации через HTTP. Возможно, мог бы быть какой-то другой. На самом деле, вот эту конструкцию можно прям в тупую копипастить для почти любого проекта на питоне десктопного. И по идее, наверное, все будет работать. У меня, по крайней мере, проблем с этим не возникало. Важно для вас может быть только вот эти две строчки. Это путь, то есть мы передаем путь, а в этом методе из путя мы загружаем JSON. Вот это вот так вот все выглядит. Да, вот, то есть правильно записать путь. И скопы передать, но для чтения и записи вот этого скопа обычно достаточно. Для некоторых задач может быть недостаточно, но я не помню, чтобы я с такими задачами сталкивался, где такого скопа недостаточно. То есть в результате отработки этого метода мы получим ресурс, который может работать с Google API. Так как мы в этом проекте сейчас только читаем данные из таблицы, то мы воспользуемся цепочкой ресурсов spreadsheets и values. То есть создадим ресурс sheet с помощью метода spreadsheets и из него обратимся к методу values, а дальше к методу get. Расшифровку этих ресурсов и описание их можно посмотреть в описании API.
То есть у нас есть ресурс Spreadsheets, можно посмотреть, что он нам может отдать и какие методы может предоставить. А работать мы будем с ресурсом Values. У ресурса Values, как вы видите, есть несколько методов, append, несколько батчевых методов, метод get, метод update и метод clear. А, Метод get формирует запрос Google API, то есть мы передаем в метод get несколько аргументов, среди которых идентификатор электронной таблицы и диапазон данных, которые мы хотим получить. Диапазон данных формируется таким образом. Передаем название страницы и диапазон ячеек, как обычно бывает в Excel или в каких-либо других электронных таблицах. Все привычно и ничего необычного здесь нету. Можно вот это все не указывать, как я делал изначально, а можно указывать. Вот, можно указывать вот так. То есть вот на этом этапе мы формируем запрос, но еще его никуда не отправили. Это тоже важно понимать, потому что в Google Sheets API, так же как и в любом другом API Google, есть ограничения по количеству запросов. В частности, у Google Sheets API по количеству запросов в единицу времени. То есть мы сформировали запрос, но еще его не отправили, а отправляем его с помощью метода execute, и метод execute уже нам возвращает ответ от API. Давайте посмотрим, как это все сработает. То есть мы получаем ответ, в котором есть range, который мы запросили. Major Dimensions — это то, как представляются данные. То есть если rows, то у нас двумерный массив, у которого горизонталь — это строки, вертикаль — это колонки. Соответственно, у нас получается данные мы прочитали из первой ячейки, первой строки. Ну, собственно, оно так и есть. Вот у нас эта табличка, вот у нас лист 1. Вот, и мы эти данные прочитали. Если вернуться обратно к документации, то обратите внимание, что достаточно много батчевых методов. Что такое батчевые методы? Это когда мы через один запрос отправляем несколько команд в API. То есть, если мы хотим в данном случае прочитать сразу несколько данных, если бы мы это делали через метод get, то есть, допустим, мы хотим прочитать данные на одном листе, данные на другом листе, потом в какой-то одной конкретной ячейке, потом еще что-то где-то прочитать хотим, и это в итоге формирует целый пул запросов. Батчевые методы позволяют упаковать в один запрос все команды и получить ответы, то есть данные с каждого диапазона в одном ответе, в одном респонсе. Это делают все батчевые методы. Это то же самое коснется и записи потом в таблице. Это позволяет экономить квоты на работы с API, в данном случае с Google Sheets API. Почему это важно? Мы можем пойти в дашборд проекта в Google Cloud Platform, найти здесь Google Sheets API, перейти в раздел Quotas и увидеть здесь два раздела Read Requests и Write Requests. Если вы смотрели предыдущее мое видео, то вы уже с этими пунктами знакомы. Там мы работали с YouTube API. Там, как вы помните, был лимит на количество запросов в день. У Google Sheets API ни для записи, ни для чтения нет лимита на количество запросов в день, но достаточно жесткие лимиты на количество запросов в минуту. То есть, видите, даже на чтение 60 запросов в минуту на пользователя. Если предположить, что мы будем читать данные из таблицы Google Sheets поячеечно, то мы можем ведь отправить эти 60 запросов там, буквально за 1 секунду и убить весь лимит, после чего получать ошибки вместо данных и как-то пытаться их отловить. Поэтому батчевые методы позволяют этого избежать. То есть, если мы хотим получить данные из разных диапазонов, то мы формируем батчевый запрос. В данном случае на чтение. Посмотрим, как работает метод batch_get. На самом деле принципиально метод batch_get ничем не отличается от метода get. Единственное, что вместо аргумента range мы передаем аргумент ranges, значение которого должно быть массивом, в котором мы через запятую в виде строк передаем те же самые диапазоны. То есть мы можем передать лист 1 и лист 2, а можем лист 1, там, восклицательный знак 1 и так далее, и выполнить. То есть если мы сейчас уберем вот эту часть, то ответ будет идентичен, почти идентичен тому, что мы получили. По крайней мере, в части values он, по идее, отличаться будет мало. Структура будет немножко другая, но принципиально все будет то же самое.
То есть, видите, структура поменялась. Здесь у нас появился пункт value ranges вместо values. Но данные те же самые. То есть, вот они вот тут. Вот. То есть, вот этот массив, вот по сути, он включает в себя тот же самый ответ, что был бы у нас, запросим мы эти данные с помощью метода get. Вот. А если мы вернем все обратно, то мы получим value ranges массив с двумя словарями, в которых будет values равным одному диапазону и values равным другому диапазону. Так вот это все просто и работает в плане чтения. Для чтения Google Sheets через Google Sheets API этих двух методов, как правило, более чем достаточно. В некоторых сложных случаях бывает необходим метод batch get by data filter. Но вообще дата фильтр это тема для отдельного видео, которого, возможно, и не случится. Я, по крайней мере, в своей практике практически никогда им не пользовался. Но если вам будет нужно, напишите в комментариях, и я сделаю видео конкретно по этим фильтрам, потому что они есть как в записи в таблице, так и в чтении из таблиц. Ну а на сегодня все. В следующем видео будет запись в Google Sheets. Подписывайтесь, если понравилось, пожалуйста, лайки, пишите, нравится, не нравится, лайки, дизлайки. Ну, в общем, вы знаете, что делать. Спасибо.